А перед началом просмотра данного видео с уважением просим тебя поставить лайк. А если ты новичок, подпишись на канал. А также у нас появилась группа ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под видео. Приятного просмотра! Привет зрителям и подписчикам канала МК, с вами Валик, и мы продолжаем играть в игру под названием Gide. В прошлый раз мы с вами остановились на 8 главе, которая была создана в апреле 2009 года. Здесь у нас вот такая комнатка. Вроде ничего интересного. Так, здесь нам было сказано загрузки про некоторые заметки. Белая комната, хотя нет. Хотя да, ну, вообще мне эта комната напоминает старые дома, где вот эти высокие потолки под 3 метра, которые неизвестно зачем сделаны. Вообще, как вот уже этот разработчик, эти заметки все оставлены другими игроками. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it, that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Это была самая странная заметка. Только что я видела летящего пингвина. Надо сказать, это самое величественное, что только мне доводилось видеть. Я не хочу жить, потому что ничто столь великое никогда уже не будет. Я не хочу больше видеть, ведь я никогда больше не увижу ничего столь же прекрасного. Я плачу и собираюсь вырвать себе глаза. Надо пойти и сделать это. Хотя да, вот как сказал разработчик The Stanley Parable, я честно уже не помню, как его зовут. Действительно, все эти заметки, они напоминают только одиночество. Потому что, во-первых, сам разработчик этой игры, Кода, он сам все их писал. Это уже странно. На самом деле, разбросать и там, и тут все эти заметки еще придумать ведь надо. По-моему, это... Блин, а что? Шпажуп. Гениальная заметка просто. Да где же здесь туалет? Еще лучше. Знай меня, прошу. Без ничего, возвращайся. Не слушай того мужика. Хотя забавно то, что те, которые мы прочитали, они становятся серыми. Шар. Сезам, откройся. Делают игры, ставят дверь. Дверь не открывается, спасибо. Дверь не открывается, супер. Дверь уже открыта. Взаимодействия здесь никакого нет, поэтому, не знаю. Нужно на ту сторону. Ладно, я думаю, сюда еще вернемся. Фу, офигеть. Там еще какая-то картина. Думаю, надо глянуть, посмотреть. Честно говоря, не все читают заметки, поэтому, если вы что-то не успеваете прочесть, то вы останавливайтесь на паузе, почитайте. Потому что я думаю, это очень много. Я хочу подойти практически ко всем, чтобы как-то затронуть их. На записи можно будет в любой момент посмотреть мне все-таки. Вот, ну а вам ставить на паузу и читать их. Ну, в принципе, не маленьких, можно так успеть.
Эти картины напоминают мне вот эти современное творчество, когда они просто, не знаю, там, убили какого-то комара, который выпил у них крови, все, и продали это за миллиарды долларов. Вот что-то подобное. Хотя там шарики нарисованы, это уже неплохо. Это хотя бы, не знаю, что это может быть. Это может быть как на фестивале красок, например. Там тоже все шмаляются шариками, и потом становится что-то типа такого. Хотя бегать в этой игре нельзя. Нажимая на Shift, мы останавливаемся. И я все еще буду искать здесь эти 3 точки. Не знаю зачем, но мне кажется, все-таки с ними что-то связано. Как-то не... Ну, вряд ли они будут влиять на сюжет, но что-то с ними должно быть. Хоть что-то. Или я просто себя тешу мысли о том, что с ними должно что-то быть. Стой. Это очень долгий уровень будет. Еще мне это напоминает все один большой муравейник. Да, бетонный, но муравейник. Ну, согласитесь, какие-то ходы вот эти непонятные, мы идем неизвестно куда. А еще у муравьев же у них такая система, что они все ходят только по одной линии. И... At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Естественно, стендер написано. Окей, мы знаем, как это. Because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Здесь, Это странная комната. Эта игра, в принципе, очень странная, я знаю, но в целом, мне кажется, там дальше могила или что это? Это, наверное, машинка печатная, судя по звукам именно. Опять фанат. Офигеть. Здесь скажи что-нибудь, что угодно. Я просто хочу услышать от тебя что-нибудь. Поговори со мной, пожалуйста. Неужели так нужно сказать? Говори! Звук этот. Очень противный звук, на самом деле. Особенно, когда он слишком близко. Май-июнь 2009-го. Предыдущая игра, вот эта, которой мы сейчас были, она была в апреле. Порнозвезды. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Просто ждите. Звуки тут достаточно стрёмные. Особенно для меня, для кого, кто не привык играть в наушниках. Они все очень близко. Похожий туннель, кстати, у нас был там, где были ребята с кубами на голове. Тоже было что-то похожее. Та же стилистика. По крайней мере, мне так кажется. Но только не было вот этих вот кругов странных. Что-то, мне кажется, это значит. Вот что-то эти круги обязательно должны значить. Или я просто тешу себя сценой. See, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture.
And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Ага. То есть тут он решил не заморачиваться, да? Что из мебели должно быть в центре комнаты? Телевизор с объемным звуком, холодильник, гигантскую дыру в полу. Давай телевизор. Это, конечно, не телевизор. Хорошо, что должна быть на стене комнаты? Пусть будет картина с лошадью, скажем, стиральная машина. 10 печенек в ряд вдоль стены. Печеньки. Печеньки — это всегда хорошо. Где мои печеньки? Добавить в комнату больше света. Окно сверху, большое, на весь потолок. Пусть комната дышит. Потолочное дверное освещение, 3-4 метра с длинными лапами. Клуб по катушке Теслы. Да, катушка Теслы — это идеально. Просто великолепно. Лампочка. А тут что? И стол. Обязательно нужен стол. И кто это, откуда? Не сомневаюсь, что такой вариант не выбираешь, что не влияет. Столы будут изобретены. Ну, пускай второй вариант. Wow. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. То есть это у нас получается такой лабиринт, в котором тебе якобы... So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Здравствуйте, пожалуйста, двигайтесь вперед. Хорошо. Это руководство поможет нам выбраться из тюрьмы. Окей. Тщательно выполняйте указания, постарайтесь запомнить каждый шаг. Вот точки. А на прошлом уровне я их не нашла. Нажмите на этот стол. Хорошо, подойдите к фотографии в рамке и слегка поверните ее вправо. Фотография в рамке, слегка поверните ее вправо. А как? Теперь выключите торшер этой комнаты и вновь включите его. Торшер. Вот. Немного странное указание. Сейчас подойдите к дивану слева, немного сдвиньте его. К дивану слева. Наконец коснитесь полок. Так, вот все, в реальной тюрьме теперь открылся выход. Верните к началу, чтобы вновь принести в тюрьму. То есть он туда. Мы ничего не сделали со столом, кстати. И это возвращение. Ну давай. Странная концепция. Мне интересно, что было бы, если бы... And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Честно, почему почему так понравилась идея с тюрьмой именно? И здесь опять, кстати, фонарь. Это немного странно, что ли. Вообще, начало напоминает какой-то хоррор. Какой, не знаю, лабиринт, где бегает Минотавр или Слендер. Я знаю, это все уже было, но... Там ничего нет. Стой! Блин, фу, мне показалось, я падаю. Ну, привет. Hello? Hello? Кто это? Я двигаться не могу. Это я. Ты после бегства. Ты после бегства из тюрьмы. Ты это я? Так ты тоже была в этой тюрьме. Да, я была в лабиринте змей, да, я прошла обучение. It's a conversation.
And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Чувство куда сбежало. Хотя да, вот эти все игры, они напоминают какое-то одиночество. Ведь кроме той игры, где у нас были 3 человека с кубами на головах, больше вообще мы никого не встречали. И во многих этих играх нас запирают где-то, даже в самой первой тюрьме, где мы должны были постоять час в камере, и только потом нас должны были выпустить, уже там прослеживалась-то эта линия одиночества. Вообще мне в этом плане чем-то... Эта линия чем-то напоминает мне Лермонтова. У него тоже была в его литературе всегда вот эта линия одиночества. Не знаю. Это интересно на самом деле. Если вот во все это вдумываться, то это очень интересно. Хотя я уже давно не читаю диалоги, и просто распинаюсь из-за чего-то. И я не знаю, что там вообще происходило. Но надеюсь, это не сильно повлияет. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Август 2009. То есть опять у него был достаточно долгий перерыв, минимум в месяц. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Вау. А вот теперь это чем-то похоже на Лондар. Мне кажется, там, не помню, насколько я помню, там тоже начинаешь в каком-то ущелье. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the 2 doors on either side and a dark transitional space between. Ну или Until Dawn, который тоже вышел. Тоже хоррор, кстати. А нет, Alone Dark это не хоррор, это выживалка. Чувак, у тебя тут тряпочку надо, чтобы вытереть вот здесь. И подушка валяется. Ты плохой хозяин, тебе надо. Боже, как же я рада, что ты здесь. Я боялась, что мне придется прибираться во всем доме в одиночку. Это было просто ужасно. Известно ли, что ты один... You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Я волнуюсь, в таком новом месте раз здесь на всю ночь, то она такая стоишь, нам нужно вести на порядок. Да, давайте мы. Почему пусто? Я думаю, пока не надо писать события, ладно? Почему бы нам не начать, а уж потом решить, что будет? Будет ли это вся ночь? Я закончу здесь, а ты пока прибери, пожалуйста, посуду со стола. Эту? Окей, замечательно. А на такой стол смотреть приятно. Можешь теперь пойти в спальню, застелить там постель. Чтоб я знала, где спальня, цены бы мне не было. Это зеркало? Странно. Хотя тут все странно. Так, это ванна. Не туда спальня. О, спальня. Как аккуратненько, ровненько-то. Раз там не распределяй заодно коврик на полу. Важна каждая мелочь. А не проще ли его ровно положить? Тебе нравится быть домовой, как ты стал заниматься этой работой? Никогда не видел такого беспорядка. Тебе нравится быть домоработницей? Ну, мне это настолько нравится, насколько хотелось бы. Когда я работаю, чувствую такой покой где-то здесь, в глубине груди. Похоже, ничем другим мою душу не успокоить. А это, думаю, самое важное. Впрочем, важно не только это, но и опрятный диван. Разложь подушки поаккуратнее. Окей. О боже, кто-то прокинул стакан на диван. Протри, там все лучше. Чем я протер? Мне очень хочется с тобой поделиться одной ужасной глупой мыслью. Ты не против? Только пообещай, что она глупая.
Ну ладно, это была плохая шутка, видимо. Нет. Ну давай. Она и правда глупая, ладно. Не так важно. Ой, там же гора немытой посуды. Займешься этим? Ты обещала мне мысль. Дай мне эту мысль. Пока не забыла, неплохо бы отмыть ванну. Пожалуйста, почисти ее хорошенько. Полного совершенства я не требую, все мы люди. Что книги еще не разбросаны в спальне по всему полу, пожалуйста, расставь их на полках. Вот я только думала о книгах, когда мы тут стояли. Чудесно. Еще записки какие-то. Тебе подойти сюда и прибери. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Дорогушка, позволь кое-что объяснить. В жизни тебе придется не раз наводить порядок в самых разных домах. Среди них тебе запомнятся те немногие, которые были по-настоящему чудесными, удивительными занятия. Однако точно можно сказать, что именно в них уборка легкой не будет. I know that Coda really Подумай об liked этом, this пока game. ложишься стариковый в спальне. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Ну, совершенно глупая мысль. Хотел тебе сказать, что подумал, вдруг ведь он человек очень похож на его душу. Ты ухаживаешь за ним, а он заботится о тебе. Эх, не знаю, мне почему-то неловко все это говорить. Хотя, знаете, тут немножечко скачет. До этого, когда мы только вошли в дом, нас называли как мужчину. Сейчас, когда мы стали прибирать стол во второй раз, она назвала нас как женщину. К себе обращался, ну, больше это походило на мужской диалог. И вообще моделька здесь мужская. Хотя, когда мы были в спальне, спрашивали, нравится тебе работать домработницей, было прям как обращение к женщине. Знаете, что ли? И, не знаю, я пока не совсем понимаю. Ладно. Посуду. Да? Уборка. Давай. Нам не стоит отвлекаться. Книги нужно привести в порядок книжной полки. Спасибо. Да не за что. Эх, если бы всегда было так легко наводить уборку. Было бы просто I'm идеально. glad he made this. I'm glad he found some peace. Люди вернулись домой и увидели диван таким. But, of course, it can't last. The music Нет, stops, тут была your такая классная companion is музыка. gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Мне на самом деле это все нравилось. Это приятная музыка, какая-то домашняя обстановка. Несмотря на то, что мы повторяли одни и те же действия, с этими вот скачками по поводу пола, это все было так мило, что ли. И опять этот фонарь. Ладно, ребят, на этом мы с вами пока закончим. С вами был Валик. Если вам нравится наше видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей и всем пока!